Приветствую, сегодня я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу последнего дневника 214, хоть он и не содержит в себе много игровых изменений, все же информационная ценность в нем имеется, да и тема, затронутая там, весьма интересна, поэтому поехали. Судя по онлайну в Стиме и количеству людей, что постепенно приходят с каждым патчем, стелка еще долго будет существовать и загнется не скоро, хотя, как всегда, разрабы могут этому поспособствовать. Но они могут и поспособствовать обратному. Первым шагом к улучшению может послужить инициатива разработчиков, именуемая хранителями. Как говорят сами разработчики, после выхода множества дополнений, поддерживать старый контент и добавлять совместно новые становится сложновато. Я думаю, многие замечали, что старые DLC-шки и их аспекты хоть и улучшаются, но это происходит очень редко и это не всегда заметно. Поэтому у пароходов теперь за место одной общей команды будет две. Команда расширения, или же я бы их назвал создателями DLC-шек, то есть дополнений. Они будут отвечать за создание новых DLC и новшеств для игры. Так что, если дополнение вышло сырым, то все палки и камни будут лететь в них. А другая же команда будет называться хранителями. Они будут отвечать за игру в целом. Это и поддержка старых DLC новым контентом, оптимизация, баланс, фиксы ошибок и само собой создание новых багов. Куда уж без этого. В общем, общая полировка всего контента в игре. Но после прочтения у меня, так сказать, встал вопрос. Да, разработчики обмолвились, что штат был укомплектован, то есть, скорее всего, новых людей все же выделили на игру. Но даже если так, то отсюда появляются другие вопросы. К примеру, сколько людей было выделено? Не получится ли так, что большая часть опытных разработчиков ушла в команду по созданию новых DLC, а на поддержку самой игры оставили малую часть менее опытных программистов? И не получится ли так, что из-за разделения по командам промежутки между выходами новых DLC и патчей станут еще больше? И вообще, что будет с качеством нового и фиксом старого контента? Это основные вопросы, которые меня заинтересовали, и ответов на них пока что нету. Но если, конечно же, посмотреть на это все с другой стороны, то я, конечно же, надеюсь, что команда хранителей будет обращать больше внимания на мнение сообщества игры. Раз теперь им не придется разрываться между разными задачами, то хотелось бы увидеть гораздо больше фиксов старых багов и улучшения текущих аспектов баланса и оптимизации. И само собой также мне хочется, чтобы прогеры обратили внимание на события, что остались с давних времен и до сих пор не адаптированы под текущие игровые реалии. То есть, если говорить в позитивном ключе, я надеюсь на более близкое сотрудничество этой команды с комьюнити игры. Хотя даже в дневнике разработчики отметили тот факт, что разделение на разные команды это не спасительное решение ото всех проблем, так что результат мы увидим только спустя время. Что касается нового патча, то следующий апдейт выйдет где-то после лета и будет иметь название в честь польского фантаста Станислава Лема. Данный апдейт будет полностью бесплатным и более масштабным, чем последующие патчи, что будут выходить гораздо чаще, но по наполнению и изменениям с этим патчем им не сравнится. В самом патче будет добавлена новая порция изменений для таких DLC, как Humanoids и Plantoids, пишет Spag. Эти дополнения получат новые игровые возможности, к примеру, коллективный разум сможет играть через происхождение некрофагов. Также будет переработана система традиций. Сейчас у нас в игре есть 7 веток традиций, и иногда они изменяются на альтернативные в зависимости от типа империи. В патче Лем появится возможность выбирать, какую из веток традиций вы хотите увидеть. Например, вместо федерации можно будет выбрать ветку приспособляемости, и по схожему принципу будут добавлены новые ветки традиций с возможностью, конечно же, выбора. Некоторые из этих веток будут добавлены в уже существующие DLC. Об этом мы еще поговорим в конце. Еще показали незнакомый бонус от какой-то новой или же старой гражданской модели, которую переработали в следующем патче. Ваши рабочие на заводах ТМС будут производить не только ТМС, но и 2 единицы торговой ценности вкупе с 1 единицей инженерии. Выглядит, так себе, но в каких-то ситуациях может быть и полезно. А еще нам, конечно же, наложили лапши на уши об общей балансировке большинства игровых систем, об их переработке, оптимизации. Но даже если так, что это могут быть за переработки и изменения, пока никто не знает. То же самое касается оптимизации, улучшения ИИ, исправления старых багов, вы поняли, к чему все идет. Больше информации будет в следующих дневниках, поэтому сейчас мы можем увидеть только общее направление, которое было выбрано пароходами для разработки игры. Бонусом хочу отметить сомнительную переработку интерфейса отображения кораблей в меню создания империи. Вроде как эта новая функция отображения есть далеко не у всех. Выглядит она, конечно, приемлемо и визуально понятно, но вот окошко на больших разрешениях выглядит весьма и весьма маленьким. Если бы была возможность растянуть его и сделать так, чтобы оно занимало больше места на экране, было бы гораздо удобнее и нагляднее.
А вот когда я уже сел записывать голос, у меня пришло небольшое такое озарение. По факту, все эти улучшения и новый контент могут повпихивать по разным дополнениям с целью заставить вас купить ранее ненужное, так как сейчас, неожиданно, они это DLC сделали более нужным и полезным. То есть они не просто хотят добавить что-то новое в игру, а добавить плюс привязать этот контент к уже имеющемуся дополнению. Ну, дабы выглядело логично, да и денежки состричь можно. Это, согласитесь, заставляет задуматься. На этом новости из дневников заканчиваются. Ждем больше информации в новых дневниках, ну и как всегда, продолжаем верить в лучшее и готовимся к худшему. На связи был Агрессор. До скорого!